Всем привет, дорогие друзья, с вами Акрот, и подходит к концу 2023 год. Это значит, что мы должны подвести итоги лучших аниме модов. Если в прошлом году мы выбирали лучшие Наруто моды, то сегодня мы будем выбирать лучшие аниме моды. Если что, топ подобран по моему мнению, и он может отличаться от вашего. Так что можете написать свой топ в комментариях. Ну а я не буду долго томить, и мы начинаем наш видеоролик. Поехали! И наш топ-5 аниме модов открывает мод RIP Anime SV5. Мод довольно-таки неплохой, в моде собрана куча персонажей из разных аниме. Например, из таких аниме как Наруто, Джоджо, Клинок рассекающих демонов, Dragon Ball и, конечно же, One Piece. Все персонажи из этого мода нарисованы в пиксельном стиле, и выглядит это очень красиво. И у каждого персонажа есть свои интересные и красивые техники. Так что с этим модом можно провести довольно-таки интересное выживание. Пока что в этом моде не так уж и много персонажей, чуть больше 30 персонажей. И к счастью, разработчики этого мода довольно-таки часто выпускают обновления. Правда, в последнем обновлении вышло не так уж и много персонажей. Но будем ждать новые обновления, в которых будут добавлять новых персонажей. Хоть с этим модом я познакомился совсем недавно, я считаю, что он заслуживает этого места. Но мы переходим к четвертому месту. А на четвертом месте у нас располагается мод Naruto Storm V4.8. Мод вышел у нас в начале этого года, и, к сожалению, пиксельный стиль не добавили. Но в моде появились новые интересные миссии, куча новых режимов Оцуцуки, и самое главное, поменяли стили многих режимов. Хотя в моде присутствуют баги. Самый главный баг этого мода — это когда мы используем катану или другое оружие, мы не сможем ходить. Но этот баг все равно не мешает нам спокойно играть с этим замечательным модом. И будем надеяться, что в будущих обновлениях исправят этот баг. И, кстати, разработчики сказали, что работа над пятой версией возобновилась, и что пятая версия будет уже в пиксельном стиле. И как по мне, эта новость не может не радовать. И скорее всего уже в следующем году, скорее всего либо в конце весны или в начале лета, мы будем играть в Naruto Storm V5. По крайней мере, мне так кажется. А также все новости о Naruto Storm V5 можно будет посмотреть в моем Discord сервере, ссылка в описании. То что будем ждать новые обновления в следующем году. Но мы переходим к третьему месту. Хотел поставить Naruto Storm на третье место, но как по мне, этот мод заслуживает больше. А именно мод One Piece VG. Мод очень красиво и детально сделан разработчиками. В моде есть гир 5, куча красивых техник и детально сделанных мобов. Также есть красивая одежда и оружие, но, к сожалению, так как я не смотрел One Piece, и я не могу полноценно оценить этот мод. Хотя, скачая и зайдя в этот мод, можно уже понять, что мод выполнен на все 100%. И посмотрите только на эти техники, но они просто божественно сделаны. Если я когда-нибудь посмотрю One Piece, то обязательно сниму обзор и запишу выживание с этим модом. Спойлер, этого не будет. А разработчики этого мода огромные молодцы, ведь они сделали такой красивый мод. Если бы они только продолжили разработку мода Naruto VG и делали только этот мод, это был бы лучший Naruto мод, наверное. Но так мод заслуживает своего места, а мы переходим к следующему моду. А на втором месте у нас располагается мод под названием Demon Slayer. Если честно, то мод очень интересный, со своей интересной механикой. Тут у нас есть и новые ачивки, и куча катан многих персонажей из аниме со своими стилями дыхания. И, конечно же, система рангов. Убивай демонов и повышай свой ранг, начиная от самого низшего ранга до ранга Хаширы. И точно так же у демонов от 6-й низшей луны до 1-й высшей луны. В моде есть также куча мобов как истребителей, так и демонов. Мод сделан, очень хорошо, в принципе это и так понятно, потому что его делали, как я понял, разработчики ПК-версии этого мода. Не знаю, будут ли еще обновления этого мода, вроде как все добавили из ПК-версии. Слышал, что разработчики хотят его переделать с нуля, но скорее всего новое обновление мы увидим уже когда выйдет новый сезон аниме. Так что будем ждать новое обновление. Но мы переходим к первому месту. И на первом месте у нас, конечно же, Stand Disc, с которым мы снимали даже выживание. Сам мод очень обширный, в моде есть куча красивых стендов, у которых есть свои интересные способности. С модом также можно провести интересное выживание. Я, кстати, даже делал сервер по этому моду, правда, сервер был обречен на маленький онлайн из-за приватного доступа, но в будущем году я знаю, что можно сделать с этим. Спойлер, поиграть на этом сервере уже смогут все.
И возвращаясь к моду, можно сказать, что мод просто хорош. Сказать больше нечего, да, есть некоторые баги, например, с новым стендом. Или в получении миха, когда ничего не происходит, когда я пытался его получить, но вы сами все помните. А также к этому моду выходил дополнительный мод ТБВ, который тоже добавлял несколько интересных стендов. Ну, конечно же, тоже не без багов. А так как эти оба мода очень хорошо сделаны, будем ждать новое обновление уже в следующем году. И как по мне, этот мод заслуживает своего топ-1. И на этом наш топ-5 аниме модов подходит к концу. Напишите в комментариях, согласны ли вы с моим топом или нет. Что ж, друзья, в этом году вышло не так уж и много модов, но все-таки хорошие и интересные моды были. Будем надеяться, что в следующем году нас будет ждать много новых хороших аниме модов. Но так хочу пожелать вам всего наилучшего, и увидимся мы уже в следующем году. Всем спасибо, что смотрите меня, ставите лайки, подписывайтесь и пишите позитивные комментарии. Ну а с вами был я, Крот. Всем удачи и всем пока-пока.